Здравствуйте, дорогие родители! Меня зовут Шамиль Ахмадуллин, и это программа «Учимся учиться». Программа, в которой я разбираю проблемы в обучении детей и даю советы и приемы, как эти проблемы решить. В сегодняшней программе разберем такую проблему, как обучение ребенка письму, проблемы с почерком у детей в начальной и в средней школе, каллиграфия, в общем, все, что связано с письмом, все, что связано с проблемами с письмом. Дам большое количество упражнений, в общем, смотрите внимательно. Если вас интересует какой-то конкретный эпизод этого видео, под видео есть подробный тайминг, можете перекручивать на то, что вам интересно. Итак, поехали. До начала хочу сказать, что, готовясь к этому видео, я исследовал огромное количество литературы и информации, протестировал большое количество детей, почитал работы достаточно большого количества ученых и могу вам посоветовать Марьяну Михайловну Безруких, по моему субъективному мнению, самый толковый ученый в области обучения письму, почерку и так далее. Она возглавляет, на данный момент, на момент снятия видео, Институт физиологии человека. Большие исследования там проводились с письмом, то есть детям там ставили детекторы, на кончик ручки, в общем, большие серьезные исследования, поэтому я во многом буду на эти исследования опираться. Итак, поехали. Часть 1. Давайте сейчас сначала поговорим про обучение первоначальное письму, когда еще ребенок не умеет писать, что нужно, чтобы подготовить руку ребенка к письму. Смотрите, первоначально частая проблема, с которой родители встречаются, это то, что рука ребенка не готова к письму. Поскольку у нас сейчас эпоха гаджетов, и дети мало времени проводят в физической активности, может быть так, что кисть, рука не сформирована. Поэтому набор простых упражнений, которые вы несколько дней, недель проделаете с ребенком, сформирует правильно кисть. Итак, упражнение 1. Нам потребуется какой-то мячик, и ребенок делает вращательные движения по 10-15 раз в одну сторону и в другую сторону. Если у ребенка хорошо, легко получается, можно воспользоваться небольшой гантелей, полкилограмма либо килограмм, который ребенок будет брать за край и вот также вращать, то есть мы укрепляем кисть. Упражнение 2. Ребенок ставит вот так пальцы, объединяет руку и двигает пальцы в одну сторону, в другую сторону с постоянно увеличивающейся амплитудой. Упражнение 3. Письмо в воздухе. Вы с ребенком учитесь писать в воздухе, то есть ребенок сначала одной рукой, прям размашисто, работая полностью всей рукой, не только кистью, но полностью рисует буквы, например, ма. То есть вы показываете, ребенок также ведет рукой в воздухе. Следующее упражнение, которое необходимо выполнять с детьми, которые еще не начали писать, это письмо с помощью воды. Почему с помощью воды? Потому что мы избавляем ребенка от страха каких-то ошибок, некрасивого написания и так далее. То есть нам потребуется простая кисточка, стакан с водой. Ребенок пишет на ватмане, на листе какие-то буквы. Вода имеет свойство высыхать, соответственно, рисунок со временем пропадает. Более того, вот такие размашистые движения руки и кисти формируют в дальнейшем почерк. И еще одно упражнение, которое подходит как для маленьких детей, которые еще не научились писать, так и для детей в начальной школе. Для тренировки мелкой моторики простое упражнение. Мы берем
лист А3 или А4 и делаем вот такие произвольные линии в разном направлении и, соответственно, какие-то точки. И задача ребенка с помощью зубных зубочисток, беря большим указательным, большим средним, большим безымянным и так далее пальцами, сначала зубочистки ставить на конкретное место, а далее зерна ставить на конкретное место. То есть, во-первых, тренируем мелкую моторику, а во-вторых, тренируем четкость движений, потому что нужно на конкретное место конкретными пальцами поставить либо зубочистку, либо какие-то зерна. Ну, у меня в примере рис. Теперь давайте разберемся, как правильно держать ручку, карандаш для детей, которые уже начинают писать, и что должен уметь ребенок, и какие методы обучения письму для ребенка вредны. Большинство детей сейчас на данный момент ужасный почерк намного хуже, чем это было 20, 30 или 40 лет назад. Почему? Ну, потому что, во-первых, в обиход вошли шариковые ручки, которые практически не дают обратной связи. Ну, то есть я могу держать как угодно, с любой силой нажимать, и, соответственно, она в любом случае будет писать. Это, во-первых. Во-вторых, из программы учительской, школьной, да, пропала задача обучения детей письму как таковому. То есть учитель предполагает, что априори уже ребенок умеет писать. Но каллиграфия или умение хорошо правильно писать очень важный навык, важный с точки зрения развития нашего мозга. В конце видео объясню, ну а давайте сейчас разберем, как лучше обучать ребенка письму. Один из лучших способов – это начинать обучение с помощью механического карандаша, причем толщиной стержня 0,5. Почему 0,5? Потому что он очень ломкий, и когда ребенок будет слишком сильно нажимать, грифель будет ломаться, то есть давать ребенку обратную связь, да, что он слишком сильно нажимает. Далее, как правильно держать ручку или карандаш? Сейчас бытует ошибочное мнение, что для шариковой ручки не важно, как ребенок держит. Ну, в действительности важно. Важно держать правильно. Это физиологически правильно, и этим добивается высокая скорость. То есть между большим и указательными пальцами хватается ручка и кладется на средний палец, ну а эти два зажимают. Можно, кстати, сюда даже монетку положить, чтобы они зажимали. И ребенок вот так тренируется писать. Сейчас не буду в этом видео рассказывать про то, как по элементам пишется каждая буква. Дам простой прием, как избавиться от частых проблем с неправильным держанием карандаша или ручки, потому что дети периодически держат вот так, по-другому и так далее. Есть легкий и простой инструмент, есть так называемые резинки для денег. Она одевается на руку, делается вот такая небольшая петелька. У меня не самая большая рука. Сейчас я продену и поставлю. В чем здесь плюс? Ну, во-первых, есть огромный плюс в том, что я не могу никак по-другому подвинуть ручку или карандаш, да, то есть эта система заставляет меня держать правильно. Могут появиться вопросы, не перетягивает ли руку эта резиночка. Нет, не перетягивает, она очень мягкая, да, более того, моя не детская рука, в принципе, также
ее не перетягивает. Понятно, что детская ручка меньше, и, соответственно, это резинка, которая стоит в любом канцелярском магазине копейки, детскую руку перетягивать не будет, пережимать не будет, застоя крови, соответственно, никакого не будет. Следующий важный момент, следующая проблема, которая встречается у многих детей, это незнание, неумение ориентироваться на листе. То есть ребенок банально не знает, что такое вверх, что такое право, что такое лево, что такое левый верхний угол. То есть учитель в школе говорит: начни писать с левого верхнего угла, но ребенок просто не ориентируется, где право, где лево и так далее. Эта проблема решается простыми упражнениями, так называемыми графическими диктантами. То есть вы можете любую зверушку нарисовать, да, например, там какого-нибудь зайчика, в общем, себе любую зверушку нарисовать, начать вот отсюда, ребенку дать тетрадку в клетку и, соответственно, говорить ребенку: одну клетку вверх двигаемся, одну клетку вверх, одну клетку вправо и так далее. То есть, начиная с простых каких-то элементов, можно начинать там с квадратов, потом переходить на зверушек. Этих графических диктантов в интернете очень много. Вы научите у ребенка формировать понимание право-лево, вверх-вниз, то есть ориентироваться на листе. То есть обязательно проверьте, ориентируется ли ребенок на листе. Говорите там, вот, например, нарисуйте прямоугольник, говорите: поставь точку в центр прямоугольника. Вот ребенок должен сделать так, да? Поставь точку в правый нижний угол прямоугольника. Ребенок должен вот сюда куда-то поставить. То есть нужно понимание, что ребенок право-лево ориентируется. Следующий этап, после того, как вы несколько недель проработали с механическим карандашом, рекомендую перейти к перьевой ручке. К перьевой ручке, ну вот центрумовские неплохие, пилот неплохие, да, не рекламирую, просто из опыта своего говорю. Ну, из таких дешевых бюджетных я вот пользуюсь сам Лами, она немножко подороже. В чем плюс перьевой ручки по сравнению с шариковой? Она дает ребенку обратную связь. То есть, если, как я уже сказал, в шариковой ручке неважно, как ты держишь, как сильно ты жмешь и так далее, она в любом случае пишет, то перьевая ручка, она с обратной связью, соответственно, ребенок должен ее правильно держать для того, чтобы она писала. Ну, вот это чуть пересохло. Давайте возьму свою. То есть перьевая ручка будет писать только тогда, когда вы держите ее правильно, жмете не очень сильно. То есть если я буду нажимать очень сильно, будет толстая линия. Если я буду как-то неправильно держать, она будет резать, рвать и так далее. То есть перьевая ручка с обратной связью. Понятно, что в школе не будут давать писать зачастую перьевой ручкой, но тогда делайте домашние задания в черновиках с помощью перьевых ручек. Часто спрашивают меня про различные насадки для ручки, я их не рекомендую. То есть учите ребенка сразу работать нормально с тонкой обычной ручкой. Ну и вот идеальные ручки, если найдете, и, соответственно, в школе в любом случае придется писать такой. У меня вот красная треугольная ручка, которая идеально на 3 пальца ложится. То есть вот ребенок берет вот так, хватает, кладет на средний палец, хватает и пишет. То есть ее очень удобно держать, она достаточно тонкая, но важно, чтобы ручка не была чересчур толстой. Очень часто задают вопрос про безотрывное письмо. Ну, есть некоторые педагоги, да, которые считают, что ребенок должен писать, не отрывая руку. Эта тенденция, вот этот тренд в
60-е, 70-е годы в СССР появился, это неправильно. Это неправильно. Почитайте ту же Марьяну Безруких, то есть делали они достаточно большое исследование и обнаружили, что ребенок, да и любой человек делает микропаузы после каждого написанного элемента буквы. Ну и, соответственно, эти микропаузы физиологически обоснованы, и, соответственно, если вы просто заставляете ребенка не отрывать руку, то эти паузы просто удлиняются, да, за счет того, что он нервничает и боится оторвать руку, хотя физиологически он хочет это сделать. Последний логичный вопрос, который часто родители задают: зачем ребенка мучить, обучать писать, тем более обучать писать быстро, красиво и хорошо, если мы живем в мире, когда письмо, возможно, уже скоро уйдет в небытие, и потому что, большинство текстов печатные и так далее. Но смотрите, в Японии делали огромные исследования, да, в 80-е годы, смотрели, какая деятельность, какой школьный предмет, какая деятельность максимально полезна для развития мозга, и по всем параметрам идеально подошла каллиграфия. То есть в Японии это фетиш и тренд населения, да, максимальный, потому что при письме активизируется очень большое количество разных участков мозга, и это один из самых полезных для нашего мозга процессов, поэтому умение красиво и быстро каллиграфическим почерком писать очень полезно для нашего мозга и имеет кучу бонусов по сравнению с многими другими видами деятельности. Поэтому почитайте исследования, напишите в интернете в пользу каллиграфии, в общем, чтобы все досконально самим проверять. Мое резюме, что это очень полезно, и, соответственно, учить ребенка этому нужно. И нужно учить этому правильно. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их под этим видео, я запишу дополнительные видео и интересные вопросы разберу. С вами был Шамиль Ахмадуллин. Успехов в обучении ваших детей. Пока-пока.